Друзья, всем привет! Сегодня вы видите прямое продолжение нашего предыдущего выпуска, где мы занимались ремонтом для многодетной семьи Елены. Увидите уже финально, как преобразился весь их дом, за исключением детской комнаты, потому что мы потом будем делать ее глобально, чуть позже. В прошлых выпусках познакомились с Еленой, узнали их историю, узнали, что проводка находится в критическом состоянии, заменили всю проводку. Реально нужно было этим заниматься. В итоге мы начали всем заниматься. В прошлом выпуске можете посмотреть, как у нас это было. Там наклеили обои в первой комнате, и там были огромные дыры. Все это Николай зашпаклевывал. В общем, это все сохло, готовилось. И сегодня мы приступаем к остальным комнатам. И в конце выпуска вы увидите финальный результат, что же у нас получилось. В общем, будет нереально круто. Мы вам всем желаем приятного просмотра. Подписывайтесь на наш канал, на наш телеграм-канал, что очень важно. У нас там своя атмосфера. Мы там на всякие разные темы общаемся. Не дай бог что-то случится с этой площадкой, ну, чтобы мы там могли с вами оставаться на связи. Не забудьте просто подписаться, пользоваться VPN. Это что тоже очень важно. Давайте быть рядом и держаться вместе. Еще раз вам всем приятного просмотра, и прямо сейчас мы начинаем. Сегодня у нас второй день, как мы занимаемся, да, немножко таким небольшим ремонтом во всех комнатах. Купил краску для пола. Пойдемте смотреть, что же там получилось у ребят. Ну что, ремонтники, как дела? Нормально. Нормально. У меня к вам разговор. Да. Серьезный. Угу. Вы собирались пол красить. Да. А если в нам, вот, допустим, ну просто мебель некуда девать. Да. А если в нам частично самим покрасить, а потом вам показать? Можно. Здрасте, здрасте. Как дела? Замечательно. Потихоньку. Но здесь стена получается кривее. И обои чуточку, да, не другие, не такие, они вспенистые. Лучше в любом случае, чем без них, конечно. Да, чем без них. Так она потом это все наклеит, плакаты начнут вешать свои. А, да, есть. да. Ну плюс Пол кровать машины. что-то встанут, да, Вот здесь. тут Здесь же здесь получается- мальчики будут спать. Да, Да. здесь кровать, там полка будет. В общем, закроется здесь Это вот это все основное. закроется. Потолочный плинтус уже тоже здесь наклеили во всей комнате. В принципе, здесь по большей части все высохло. Сейчас чуть-чуть подшкурить. Я раздеваюсь, открываем краску, выливаем и начинаем красить. Первый мазок, точнее, это всего лишь небольшой мазок для человечества, но большой для вашей семьи. Да. И совсем скоро комната преобразится. И, кстати, прям уже очень хорошо сразу прокрашивает. Что-нибудь промазывать? Не-не-не, вот вон ту размазывайте, там прям большой слой. Как эмоции, когда Ой. видно, что преображается? Для меня это вообще первый раз в жизни я стену крашу. Да? Так я окна красила, но стену еще не Окна раз. просто, да, белой краской? Да. Связали. Всегда же приятно делать именно прям своими руками что-то, когда ты видишь Конечно. результат, как это все Конечно. преображается. Да, это... Круто? Ну, здесь больше было отличий, чем на окошке. Просто, ну, сейчас там больше отличий, потому что освещение было из окна, поэтому Да, плюс краска высохла, еще белее стало. это да. Ну, неплохо закрашивать, конечно, из-за того, что стена неровная. Да, приходится... ну, Это потом еще не раз кисточкой проводить. будет все еще подмазываться. Мы когда банку вскрыли, ребята говорят, Елена говорит, знаешь, Юля говорит, знаешь, на что похоже? Так говорит, что? Говорит, на сгущенку. Как вы называете, у вас кухня будет? Сгущенная. Сгущеночная у вас будет кухня. Да? На самом деле прям очень похоже. Шоколадная вкуснее и красивее. Представляешь, шоколадная она была бы здесь темно-коричневая, как бы здесь темно было бы, если мы бы такой покрасили. Лучше будет ярко. Ну, пирожки привезешь? Пирожки? Могу привезти. Ну, привези. Будешь пирожки? Какие? С повидлом? Ну, с папой. Опять С рыбой. Мы вам стены сгущенкой мажем. Только она Давай, несъедобная. присаживайся, Коль. Сгущенка. Ага, если бы это была сгущенка, я бы не остался. Смотрите, как дети стоят и смотрят, как красит мама стены. Вот когда, допустим, здесь клеили обои, дети здесь не присутствовали. Вот, а им интересно, что мама занимается, но все равно какой-никакой и пример мамы подает детям, что мама сама берет и это все красит. Интересно, как мама красит.
Да. Так что мамы все, у вас квалифицированный маляр после сегодняшнего дня. Можно выходить, не знаю, там кому-нибудь, там, бабушкам, пенсионерам обновлять также дома вот такие старенькие. Да, и какую-нибудь там копеечку зарабатывать. А вот эта стена валиком уже прокрашена. Сейчас надо будет брать кисточку, и кисточка уже в определенных местах просто брать и подмазывать. Я бы на твоем месте бы кофту эту бы переодел бы все-таки. Ну реально. Тебе 2 секунды переодеть. Я им когда им голову Привет. потрубаю собакам. Привет студентам. Не кидались на людей. Как дела? Все плохо. Почему? Там собаки. Собаки? Бросаются? Ну, А чьи собаки? я не знаю, они ничьи. А где они у вас находятся? На вот на повороте сразу 3 штуки, всех кто мимо проходит, на всех кидают. Их там 4. Ну, И что она боится. А ты от них убегаешь, что ли? Она бесполезна. Нельзя они убегать. будут, ты уходишь, а они за тобой идут. Да, главное не убегать, иначе они чувствуют страх и могут накинуться. Друзья, ситуация с кризисом показывает нам, что, как оказалось, многие из нас не готовы к финансовым трудностям. Стабильности, которая была раньше, уже нет. И в это время хочу вам напомнить про Егора Арсланова. Это человек с 30-летним опытом в инвестициях и личных финансах. Он не пытается предсказать, что будет завтра, послезавтра или через год. Его стратегия опирается на то, что есть сейчас и что дает положительный результат при любом ходе событий. Это философия школы денег, по которой инвестирует Егор уже более 50 лет. И она очень широко известна в Америке, Западе, и люди ей пользуются. У него своя собственная онлайн-школа денег, и это именно образовательная программа, которая имеет лицензию от государства на образовательную деятельность. Если вы хотите узнать про пассивную стратегию инвестирования, то я каждому из вас рекомендую посетить его бесплатный мастер-класс «Как создать капитал». Там за 2 часа Егор подробно рассказывает про стратегию пассивного инвестора, придерживаясь которой все кризисы вы пройдете грамотно и создадите капитал на длинном горизонте. И я уже не в первый раз вам рассказываю про Егора. И я сам не так давно был финансово неграмотным человеком, но еще летом прошел обучение и многое в теме финансов переосмыслил. И за это я очень благодарен Егору. В общем, ссылку я оставлю в описании. Переходите и записывайтесь на мастер-класс Егора и становитесь финансово грамотными людьми. А ты сегодня 5 получила? Нет. Сегодня только первый день. Ставки. Просто Юля 5 по технологии получила сегодня. У нее там она в началке, а мы в старших классах. Сашка у нас тоже начал заделывать всякие маленькие дырки. Вот щели, которые не прокрашивает валик. Процесс идет, конечно, не быстро, но сейчас Елена здесь эту стену пройдет, и уже может кто-нибудь другой подключаться и уже на этой стенке также дырочки всякие замазывать. Вот до сюда пока, да? Красим? Да. До вот этой линии. 1, 2, 3, 4. Я думаю, хватит задвинуть диван. Ну все, пойдемте туда в угол. С угла начнем. О, можете прям до угла красить, там же плинтус вы сняли. Да, можете прям не бояться. Мне вот больше всего нравится вот в этих наших процессах преображения, насколько вот виден да, сразу результат, насколько он сильно отличается, в общем, от того, что было. И вот сейчас вот даже вот, смотря насколько одним мазком краски, как это все меняется, это, конечно, очень круто. Все хотят внести свой вклад, все хотят поучаствовать, преобразить комнату. Везде, где точечки видишь, это все прокрашивай. Саш, розетку мы не красим. Да, бери тряпочку и сразу протирай. Елена тем временем практически финиширует уже. Я поборола. Кому обои нравятся? Мне? Они серые, классные. Как мое настроение. Почему не желтое настроение, не зеленое? А серое ты как напишешь свое настроение? Почему оно серое? Ну, грусть, печаль. Обижают одноклассники. Они сегодня меня весь день обзывали. Пухлая. Хотя у нас есть еще толще. Типа лысая. Тебе просто не нравятся, да, длинные волосы? Или ты специально? Это так? по нужде.
пришлось. Да, пришлось. А, да. из овшей? Да. Они были у бабушки, и там их куда-то подхватили у бабки. Поэтому туда их не пускаем. А раньше у тебя какой длины волосы были? У меня вот, по-моему, до отсюда были волосы. Летом прошлым, да? Весной, наверное? по-моему, было. Весной. Ну, уже снега не было. Но вы прям ходили, вам прям говорили, что типа не вариант, нужно обрезать. Да. Прям в больнице, прям Мгм. педиатр, да, там проверял. Вот, то бишь, если бы они густые, то с ними как-то тяжеловато. А если они такие, ну, как... Редкие. Да, то с ними проще. Да. Ну ничего, волосы отрастут. За лето должны... Это дело временное, Не конечно. хотя бы каре. Маш, как будешь руки отмывать? Обычно. Просто тебе нужно будет прям хорошо, у тебя тут толстый слой на руках краски уже. Почти все. Почти все отмыла, да? Да. Маша так рассматривает кухню. Просто очень красиво, не то что было. Глаза там сверкают. Они еще блестящие, ну вот здесь Да, блески блески. есть на них. Ты не видела? Видела, когда там они лежали. Да, ну вот тут живую. Здесь прям очень красиво. Похоже, как будто не на кухне, а на комнате. Прикольно. Очень красиво, хоть и просто обои приклеили вот тут. Ну, уже прям сильно, конечно. Вот чисто прям меняется из-за того, что это обои понаклеили. Свет, прям по-моему, освещение были, такое да, хорошее были? стало. Да. Прям не узнать просто. Как будто не в своем доме, да. Да, уже можно и кого-нибудь из одноклассников Кстати, да, даже уже, домой да. позвать. Уже просится. Да. Но только... Но только детскую еще мы сделаем. Да, поэтому... Вот уже- детскую сделаем, туда и пойдем. На день рождения можно позвать. У тебя вот с края капает, еще выжимай. Еще вот. Сильней дави. Во. Ну вроде бы неплохо-то. Нет, хорошо, отлично. Вообще. Я думаю, она вот лучше светлее, чем темная была. Вот только на ночь не задохнемся. Не? Я думал, хуже будет пахнуть. Нет, ну, Раньше я помню, ну там вот по детству, как вот что-нибудь родители там красят, все, прям находиться невозможно. Особенно, когда вместе с окнами. Да. А на окна тоже бывает Раньше, красный да, запахом, краска так такая это была, вообще да, же. Она и сейчас есть, да. Да, она и сейчас. Но мы вам брали, которая здесь без запаха на окна Да, да. была. Ну это понятно, ага. Вот так уже смотришь, уже прям здорово. да. Ну, знаете, ну вообще нормально. Блесток еще насыпать и все. Ты хочешь блесток насыпать? Это с мозаики же есть с алмазной. Можете накидать. и всё. Николай прокрасил, получается, уже один пятачок. Сейчас оно чуть подсохнет. Когда все будет закрашено, будет прям здорово смотреться. Пока что вот так вот выглядит. Вот к родителям хотел обратиться. Если у ваших детей есть вещи, которые они уже не носят, могли бы вы с нами связаться? Потому что я заметил, что сколько не прихожу, ребятишки ходят в одном и том же. Даже вот вчера там заморались в краске, и все равно вот Кирилл вот ходит в одной и той же кофте. Маша, если вы заметили, ходит в этой зеленой кофте. Ну, у них, я так понимаю, прям очень мало одежды. Очень тяжело на 5 детей, да, покупать, в общем, одежду. В общем, я думаю, вы все так поняли. Напишите мне, если есть возможность подарить какую-то им одежду, мы были бы вам очень благодарны. Или, может быть, там какие-то канцелярские принадлежности. Дети любят красить, рисовать, вот что-то еще такое, тоже было бы прям очень здорово. Вот, в общем, все, наводим порядок. И что, едем домой, и ребята ложатся спать, и, конечно, потом они уже сейчас на днях начнут потихонечку обживаться. А мы чуть попозже, думаю, через недельку приедем еще через другую навестим. И как раз сейчас нужно будет заниматься детской. Ждем пока ребят, пока освободятся, и там будет видно, в общем. Мы бы удивились сильно, прям если бы нас не было, то есть как мы хотели у бабушки, но бабушка Да. уехала. Да. Мы пришли бы, просто здесь все изменилось. Но так пока нет. Да, так Ну, не всё равно получилось. красиво. Конечно, ну уже совсем другой вид, и дом прям
сильно на глазах преображается. Прям очень красиво. Нам, конечно, бы для ролика было бы круто, если бы там детей бы не было, и потом бы они сюда пришли, и эмоции, конечно, были бы там совершенно другие. А так они находятся, и нам помогают. В этом тоже есть своя изюминка, что дети тоже прикладывают руку и участвуют, да, вот во всех этих многих процессах. Где-то покрасят, где-то там помогут передвинуть, убраться, подмести, что-то помыть, и в этом тоже есть своя прелесть. Все идет так, как оно должно быть, я думаю. Это самое лучшее, вот, да, что сейчас происходит. Ну все, парни, большое вам спасибо. Пожалуйста. Да. Сделали, я думаю, сами не ожидали, что настолько оно хорошо получится. Ну, исходя из тех, конечно, реалий и качества, да, стен, ну, сделано реально вот так вот, даже отсюда вот смотришь, если прям не подходить близко и прям супер не вглядываться, выглядит очень-очень неплохо. Так что, если что, в будущем мы это... Обязательно. Будем к вам. Вы, если что, готовы, да, на такие авантюры? Ну как? Там очень красиво. Ты посмотрела, да, вблизи? Да, тут блесточки. Что прям в блестках все это дело. Оно сейчас еще высохнет, оно где-то там может там не плотно сидеть, но когда высохнет, оно будет прям здорово. Ну вот там прям было кошмар. Вот тут сейчас так красиво. Вот этот угол, да. Все это нужно отмывать, то, что ребятишки тут замазали, докрашивать все. Красиво стало. Прям вот, знаете, это моя охота здесь прям. Прям очень красиво тут стало. Твою комнату оттуда перенести, ой, кровать оттуда перенести, да? Да, прям вот по частям разнести, чтобы там... А если бы ты вот сейчас выбрать из 3 комнат, в какой бы ты? Мне кажется, я даже не знаю. Наверное, в той. На кухне? Да. А почему? Я не знаю, почему там так не сильно серо, и не сильно... Из-за обоев, в общем. Да, красиво. Ну, поначалу, когда там не было, я хотела здесь. Да. Вот это лучше. Там покажу. Видишь, все заделали. Ну, вижу. Выглаживаешь? Да. Мне понравилась кухня и вон тот зал. Ну, он не до конца еще дал. Да, да. А так нравится, да? Да. Смотри, там ведь была дырка. Прикольно. Теперь, Юля, все по очереди ходят, смотрят. Мне нравится кухня. Прикольно. Насколько все сильно изменилось. И ты тоже настолько сильно изменилась. Время без 20:10. Я сейчас быстро поехал в магазин ребятишкам купить хлебушка, колбаски. Мама приготовила плов, вот, а хлеб ребятишки весь съели. И получается, если сейчас они будут есть плов без хлеба, то там все, что приготовили, сразу за раз все съест, не смогут наесться. Вот, потом тоже подошел к ребятишкам, спросил, там, говорю, что вам еще взять? Они там шоколадку. Вот, у Юли спросил, там, Юля, ну, постеснялась, тоже долго думала. Сказала, там, мне там чипсы, говорит, взять. Маша вообще там, говорит, мне там ничего не надо. Хочется детей радовать. Казалось бы, таким простым вещам дети радуются. Видно, что они хотят жить лучше. Ну, видно это стремление. Особенно сейчас это видно отчетливо. Когда поначалу приехали, еще, конечно, было не до конца понятно. Елена, когда красила стены, насколько у нее там начали гореть глаза, это круто. Посмотрим, что будет дальше. Конечно, всякое бывает, вот, но хочется, чтобы вот это пламя, которое в них загорелось, чтобы оно дальше продолжало гореть и еще больше развивалось, и я в это верю. Ну что, докрашивайте. Думали, меня собаки сгрызли? Один пакет маме. А это сейчас будем распределять. Идите сюда. У нас есть чипсы вот такие. Я сейчас выложу, и каждый возьмет себе по пачке. Так, первый выбирает у нас Кирилл. Я выбираю вот это. Потом Саша, потом Юля и Люба с Машей. Вот. Теперь шоколадки первые выбирают девочки. Если все с белым. Да, я Темный. хотела такую Давай. зеленькую. На Маше Моя любимая. Спасибо большое. Пожалуйста. По банану. Аминь, красиво. Давай, открывай. Помимо сладостей, еще витамины. Давайте не. Одинаково это. Давай. Давай. А это... Вот. Все, там лимонады разбирайте. Спасибо большое. Пожалуйста. Все, всем взяли, что хотели вы? Да, огромное Да? спасибо. Кирилл, Там еще один есть. бери еще один.
Ну, скажи спасибо. Спасибо большое. Пожалуйста. Все, идите лопайте. Спасибо большое. Пожалуйста, пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. И... Ура! Ну все, поздравляем вас. Знаете, как будто ленточку разрезали. Вот пакет Кирилл. Да, ленточку Кирилл, пакет разрезали. А мы тут с Лизой общаемся. С Лизой? Да. Что там? Ну, пока обсуждаем насчет всего этого. Показал вот тут, то есть какой цвет мы выбрали. Вот тут. Мгм. И там еще. Лиза тут пишет, у тебя все получится. Делают кухню. О, и вот Маша скинула фотки. Это вот коридор и кухня. Что там кушаете, покажите? Чипсы. Чипсы? Мы делимся друг с другом. А чипсы часто едите? Нет. Можете с другом меняться вкусами. Да? Говорят, что шоколадка как бы для... помогает, типа, ну, думать лучше. Это ты своей шоколадкой делишься? Да. Ну ладно, давай, спасибо. Нет, шоколадка реально вкусная. Спасибо очень большое. Пожалуйста. Смотрите, вот у вас сейчас здесь вот накидана куча вещей, Мы же какие-то будем это всё разбирать, игрушки и потому все остальное. У вас сейчас доделаны все комнаты, вот эти вот 3. Вы сейчас просто возьмите, все разберите, что ненужное, там, не знаю, выкиньте. Прям вот наведите порядок, чтобы у вас, ну, ненужное все убрать. Мне нравится в таком комнате жить. Потом в будущем еще один вам шкаф привезем. И туда еще вещи тоже свои положите. Намного лучше, чем мы раньше жили. А то все время смотришь на эти стены, прям страшно становится. И настроение, да, портилось раньше? Да, а сейчас так красиво. Прямо охота прямо каждую секунду улыбаться. В общем, договорились, что детскую дети разберут. Комната тоже полностью у нас готова. И плинтуса, потолок, напольные плинтуса. Здесь все это покрасят, еще доведут, в общем, это все до ума. Маша докрашивает дверь. Я просто не буду дожидаться, пока это все закончится. Время уже 10:30. И просто я потом аккуратно точно не смогу выйти, чтобы не замораться. Думаю, на этом наша миссия, наверное, точно выполнена. И следующим этапом будем заниматься уже детской комнатой, когда будем к этому готовы. Спасибо вам. Вот. Что бы мы за вас сделали? Пожалуйста. Мне кажется, мы никогда такого не делали. Да нет, можно было сделать. но Потихонечку, очень долго конечно. было бы. Да. Могли бы и там привести ребятам материалы, чтобы они сами это все делали. То есть не находить Андрея там на Авито. Но просто ребята бы делали там это не одну, там, может быть, дней 10, это бы на это бы все время не ушло. И просто дети бы все это время находились бы, да, вот в состоянии ремонта, пыль, грязь. А так за 2 дня все сделали, и завтра уже можно наводить порядок, все отмывать. Детскую вы обещали разобрать полностью. Ну всё, да. да. Обязательно, конечно, Вот. как без нее. В следующий раз мы уже приедем и вам покажем, как здесь полностью ребята все уже доделают. Мы поедем, наводите порядок, будем на связи. Ага. Договорились? Да, конечно. Все понравилось? Очень. Ну, здорово. Ну что, ребятишки, все понравилось вам? Да. Мы вас поздравляем от всего нашего канала с новым ремонтом. Пока что, конечно, в других комнатах. Скоро будет ваша. Надеюсь, что теперь у вас совершенно будет здесь другой настрой, другое настроение. Вы себя будете по-другому ощущать. Самое главное, чтобы это все способствовало вашему дальнейшему росту, чтобы вы начали, там, не знаю, лучше учиться, чтобы у тебя был не грусть и серый цвет, как ты говоришь, а чтобы был желтый либо зеленый цвет радости. Благодаря вот всему тому, что здесь происходит. Все, Николай и Елена, всем пока-пока. Давайте. Спасибо вам большое. Все, пожалуйста. Что там, как Всё. бы... Пожалуйста. Давайте, все, созвонимся. Спасибо, до свидания. Пока-пока. После таких вот моментов... Сейчас выйду, расскажу, а то меня не видно. Вчера я не успел записать концовку этого выпуска, было слишком темно. Хотелось бы еще тоже получить вашу обратную связь. Напишите, пожалуйста, в комментариях, видите ли вы, как меняется эта семья, то есть их внутренний настрой, как они себя стали вести, заметны ли какие-то такие изменения, потому что я сейчас, прям начинаю верить в эту семью, верить в маму. К Николаю, конечно, вопросов никаких нет, он нереальный красавчик и тоже
Очень хочется верить, что у Николая все получится и там в работе с устройствами. На этом ремонт именно в этих комнатах, да, не основных, не детских, наша работа закончена. Ребята еще там докрасят пол, стены, где-то потолок на второй раз. И дальше мы переходим к детской комнате. Хотелось бы вам рассказать, у нас получается вот за работу, то, что мы отдали, да, человеку, кто там клеил обои, материалы, там плюс закупали электрику, у нас ушло, наверное, порядка 120 тысяч рублей. И вот когда у нас был первый выпуск со знакомством, где мы хотели изначально сделать ремонт в детской комнате, у нас там с этих денег осталось, ну, наверное, на одну двухъярусную кровать и, ну, немного на закупку материалов. В связи с этим, друзья, хотелось бы к вам обратиться, если у вас есть желание, то есть я в любом случае буду делать, хочется сделать ремонт в детской комнате, сделать так, чтобы дети, находясь там, не чувствовали, что они находятся в доме, а находятся где-то в квартире. То есть мы хотим сделать по возможности там натяжной потолок, обшить стены гипсокартоном, утеплить пол нормально, поклеить обои, какую-то мебель привезти. И это 100% нужно будет сделать. Мы хотим поставить, да, точку в этой истории, чтобы она у нас счастливо закончилась, чтобы дети жили в максимально комфортных условиях. Если у вас есть желание, хотите к нам присоединиться, я в описании оставлю реквизиты, по которым вы можете нам в этом помочь. Хочется поскорее уже этим заняться, увидеть, как это все вот будет выглядеть в конечном счете, но это будет уже позже, в дальнейших выпусках, поэтому те, кто на наш канал не подписаны, пожалуйста, подпишитесь. И подпишитесь на наши социальные сети, на телеграм-канал, где мы там выкладываем все, что происходит за кадром. В этот момент, скорее всего, я уже нахожусь на операции, потому что у нас выпуски мы записали заранее. Оператор снимает. Да, можете сопротивляться. Вот так. Их практически не видно. Непонятно, где же у меня уши. Вас не слышно? Перезвоните. Ну, сейчас восстанавливаюсь, в общем. Кому интересно, как это все происходит, я расскажу всю историю, почему, как у меня это вышло. Операция вот у меня с челюстью связана. Кому интересно, переходите, подписывайтесь также на наш канал. И увидимся с вами через неделю. Пока.